Пока в Киеве карантин. Нет, я, конечно, осознаю, что дом это не квартира, тем более еще весна. Но вот год назад... Что ассоциируется с Бали? Океан, пляжи, джунгли, закаты. Ну, помимо всего прочего, конечно. И они здесь на самом деле бывают впечатляющими. Тут их традиционно провожают, ну, закаты в смысле. На острове есть много точек для того, чтобы закатить. Сегодня про Улувату Sunset Point. Мое любимое место для того, чтобы делать это на Бали. Сначала для меня это казалось странным, но через какое-то время я поймал себя на мысли, что это стало ритуалом и для нас. Сейчас вечереет, это уже 4 часа. Собираемся ехать пообедать. Есть заведение, которое мы негласно назвали кафе-бар «Туберкулез», потому что кто-то там постоянно кашляет. Вот, а потом поедем смотреть закат, как всегда. Почему-то здесь мы перестали пропускать закаты. Ближе к середине дня мы уже сами начинали договариваться о том, что мы будем обедать и где мы будем обедать. И, соответственно, куда мы после этого поедем встречать закат. Мы-то привыкли, что летом у нас день очень длинный. Да, это почти экватор. И именно из-за этого световой день здесь не бывает таким длинным, как у нас. Светает в 6 и тухнет тоже в 6. Короче, туберкулез был закрыт. В итоге мы поехали в какую-то кебабную или фалафельную. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Находится это место на Буките. Это как бы полуостров на острове. Как бы странно это не звучало. Это место не будет первым в поиске или в рекомендациях, но на картах оно таки есть. Значит, едем по карте, дорога сюда отвратная, и это чудесно. Указатель сделан из куска для Указатель сделан из куска доски для серфа. Но вы же в курсе, что практически весь остров это сельская местность, да? Паркуем байк, не забываем забирать ключи, в отличие от некоторых, и топаем внутрь. Здесь, ребята, очень не хватает дрона. Пожалуйста. Ну, будь у меня дрон, вот это оно и есть. По сути, заведение это огороженный кусок утеса с бассейном, самыми простенькими столиками и очень простеньким барчиком. То есть с максимальным набором нужных вещей для отличного отдыха. Для заказа нужно самому сходить на бар. Несмотря на то, что пиво здесь стоит так же, как и в супермаркете, бокалы для него здесь охлаждают в морозилке. И это просто кайф. Самое главное здесь находится за обрывом. Тут очень легко залипнуть просто на эти огромные широченные океанские волны. Некоторые столики стоят на самом обрыве. И слава небесам, никакие автобусы не возят сюда туристов пачками. И вид с утеса прям вот строго на закат. Обрыв больше 100 метров над океаном, но тем не менее внизу практически всегда есть серферы, которые гоняют до темна. Я думаю, это очень романтично. Да и ладно бы это все, но в самую красивую часть заката, когда начинает темнеть, десятки, а то и сотни рыбацких лодок уходят на ночную рыбалку. На каждой ровно один фонарь.
все равно. Хотя сами цвета заката, ну, как вам сказать, возле Южного моста в Киеве я видал и поярче. Серьезно. Просто тут океан, волны, серферы, обрыв. Просто тут атмосфера. Когда мы были тут последний раз, часть дороги уже начали отсыпать и сделали ее немного лучше. Но, надеюсь, хотя бы во время пандемии остров чуть-чуть отдохнет.